Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Как я и обещал, продолжение часть 2 установки WIS и PC. Ошибка localhost 9000, при которой вы не можете больше подсоединиться ни к Еве, ни открыть WIS. Заходим на диск C, программ файл 86, открываем Еву. В конфигурацию находим файлик нам нужен, который мы должны подправить. Запускаем через редактор и производим замену порта. Видим, что у нас 9000 порт в строке, его нужно заменить на 9002. Меняем. Сохранить не забываем свои изменения. Заходим во второй файл. Запускаем вкладку поиск. И заменяем порт также на 9002. Как видим, несложные процедуры. Заходим в конфигурацию сервера. Также производим замену. Девятитысячных портов на 9002. Это происходит из-за того, что происходят конфликты. В центре используют 9000 порты и еще ряд программ. В результате у них происходит конфликт. Стучимся по одному и тому же порту, и из-за этого происходит у вас проблема с подключением. Перезапускаем сервер. Так как мы обновили информацию, нужно обязательно перезапустить сервер. Ждем, пока обновится. Хочу отдельно сказать, что есть такой канал Барыга ТВ, который наглым образом копирует всю информацию, ворует потихоньку ее и выкладывает у себя на канале. Если у вас, молодой человек, руки растут не из того места, и вы не знаете, как это делается, не надо воровать это у других. Это, во-первых, некрасиво, и вас хорошо характеризует в данном случае. Также касается видео по DTS Monaco, которое у нас выложено еще до Нового года. В общем, уважаемые зрители, прошу обратить на это внимание. Поэтому часть информации будет закрыта всегда, в связи с тем, что просто воруется другими каналами информация и выкладывается как благотворительность якобы. Волки в овечьей шкуре. Запускаем наш WIS. Нужно зайти в администрирование, группу и произвести настройки. Установить нужные галочки. Сохранить информацию. После этого у вас появятся иконки при входе в программу. Вот мы видим, что у нас полноценно WIS и PC. Запускаем. Открываем файлик. Нужно настроить Java приложение еще. Сейчас дальше мы настроим Java приложение. Путь.
Копируем. Запускаем конфигурацию Java. В ней нужно указать тоже разрешение безопасности. Включаем настройки и прописываем путь. Сохраняем. После всех этих манипуляций у вас все будет работать нормально, без глюков, как положено. Для этого надо иметь знания и опыт. Понимать, что вы делали, что вы делаете, а не тупо все копировать у других и принимать это все за свою, как чистая монета. Вот видим, что мы заходим уже без проблем. Дальше то же самое нужно проделать с ярлыками. Также прописываем все по виз. Внимательно смотрим видео. После того, как вы проделаете все настройки и разрешения, сейчас мы изменим просто значок на более подходящий, чтобы каждый раз нам не запускать через Internet Explorer. Можно это сделать сразу на рабочем столе, вывести значки и запускать через значок, не заходя каждый раз в Internet Explorer. Вот, собственно, мы уже запускаемся и видим, что у нас все запускается отлично. Сейчас мы выставим русский язык в настройках. Также вы можете любой другой из списка выбрать язык, который вам подходит. Применяем. Также видим контакты наши, группа ВК, телеграм-каналы, где вы можете написать свою проблему. Также проверяем виз. Видим, что у нас перезапустилось все на русском языке. И вы можете пользоваться уже непосредственно программой. Настройки на этом закончились. То же самое проверяем и с виз. Ждем, пока Java загрузится. И видим, что у нас запустилась EPC программа. Также нужно выбрать язык. В данном случае мы русский используем. Ну и пользоваться программным обеспечением. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Жмите на колокольчик, чтобы вы знали, когда выходит новое видео. Спасибо всем за внимание. Приятных просмотров в будущем. До новых встреч.